Всем привет! Мы начинаем свое видео с вечера. Кстати, вот эти вот все доски, они у нас идут за сараем. Вот за этим сараем у нас там целая куча этих досок. И мы их превращаем вот во что. И гвоздей, да, полно? А, там эти полетели. Лебеди. Красота. У нас снег выпал, но уже к вечеру его, чувствую, не будет. Вот у нас уже и подморозило немного. С утра снег шел, было тепло, лужи. А сейчас все мороз. И это плюс. Сейчас покажу кое-что. Вот у нас вот здесь яма сливная. Нэнси, уходи, а то сейчас упадешь. Она у нас древняя, можно сказать, как наш дом. Здесь раньше, вот в этом месте, кто не знает, у нас была ванна. Когда мы купили этот дом, у нас здесь, вот в этом закутке, это летняя кухня. Вот. Сейчас где кладовая, короче, кладовка мы ее сделали. Там была баня сначала, потом кладовка. Вот. Но изначально там была ванна. И вот эта яма, получается, с тех времен она осталась. Я уже сюда подвел, прокопал. А, нет, вот эта канализация здесь и была. Я просто ее немножко переделал. Я сюда допустил душ. Так вот, яма это, короче, она просто выкопанная яма. У меня в планах ее в дальнейшем переделать. Нормально выкопать посильнее. Вот. А сейчас она довольно-таки быстро забивается, засоряется все. Я ее периодически, бывает, беру ведро воды, в это ведро, и все выливаю.
Почему именно сейчас этим решил заняться? Потому что сейчас немного подмерзло. Выливаю, понятное дело, это все в огород, потому что это как бы вода. Здесь, в принципе, ничего такого лишнего нету. Вот. И вода сливается очень туго, потому что она очень быстро заполняется, поднимается, грубо говоря, и перестает уходить. Вот, кстати, видите, вот эта труба, вот она идет. Это с нашей бывшей бани, ванной. Вот, сейчас там как бы канализации нет уже, сливаться сюда не будет сливаться. Остается только кухня. Вот. Особенно когда стирает стиральная машинка, все моментом забивается. Ну и летний душ тоже. В летнее время как бы здесь вода очень хорошо уходит. А сейчас у нас дожди, она быстро заполняется. Так что сейчас буду вычерпывать и все выливать. Пилотик, что такое там? Что такое? Игрушку опять, да? Куда-то запрятал. Готовлю лазанью, добавляю фарш говядина и свининка. Сейчас у меня еще немного здесь отойду. Добавлю томатный сок. Не стала я томатную пасту добавлять. Это густой томатный сок. Базилик. Обязательно. Соль. И перчик. Все это перемешиваю. Все, минут на 35-40 на маленький огонь, пусть тушится. Так, ну вот это, в принципе, и вся яма. Получается сантиметров, наверное, ну 30-40, не больше. Ну, там, может быть, ил еще немножко есть. Не ил, не знаю, как эту жижу назвать. Так вот, это мы сюда, вот 1, получается, июня будет 3-й год, как мы сюда заехали. И, в принципе, я 1 или 2 раза ее вычерпывал, потому что набиралась. А так вот все это время она существует. Это обычная яма, видите, не глубокая. И, в принципе, здесь такой грунт, вода уходит моментом. Потому что когда здесь была баня, точнее даже не баня, когда ванна была, это 1 лето и... Что говорить, 1 лето и осень. Потом я приступил к бане. Вот мы там мылись, потому что не было другого, пока в доме не сделали. Потом в доме сделали, как бы уже мыться не перестали, но кухню потом, получается, кухня была, там стиральная машина, все. Не заполняется, говорю, это 1 раз или 2 раза я ее откачал. Как откачал, также вылил все ведром. А в итоге я сейчас, ну, ведер, наверное, 6-7 вычерпал отсюда воды. И все, в принципе, яма пустая. Я не знаю, как это будет потом летом, скорее всего, когда конкретно жара будет стоять, высохнуть, высыхать будет, тогда я ее, ну, вычерпаю до конца полностью весь ил там,
еще больше раскопаю, потому что куда их больше переносить. Вот, и кирпичом выложу нормальную яму, уже сделаю нормальный люк. Потому что кухня функционирует, там и рабочие вещи стираем, все такое. Вот. Ну, а сейчас, чтобы этот... Кстати, вот мне нам сказали, что если, допустим, яму вот так же илицы бывает, иногда там перестает вода уходить. Соды, да, каустической соды, что ли, бросаешь туда в яму, она разъедает весь жир, и потом обратно начинает вода уходить. Вот, кстати, тоже надо попробовать. Вот, ну, пока здесь еще вода уходит, потому что это просто мороз сейчас, землю где-то прихватило, и вода меньше уходит, я так думаю. А так нормально все. Столешницу покрываю лаком. Лак у нас идет бесцветный, эластичный, термостойкий для наружных и внутренних работ. Так. Буду готовить соус бешамель. Здесь у меня масло сливочное. Сейчас мы его растопим. Приготовила я муку, соль, перец черный, молоко и мускатный орех. Масло растопится, добавляю я муку, потом потихонечку вливаю понемногу молоко, все это тщательно размешиваю, чтобы комочков не было, и потом я добавляю уже соль, перец и мускатный орех. И покажу, что получилось. Ну все, соус готов. Добавила соль, перец и мускатный орех. Все по вкусу. Все хорошо перемешиваем. Самое главное, чтобы не было комочков. Сейчас мы будем все эти комочки разбивать.
У меня есть вот такая лапша из тех же сортов пшеницы. Здесь написано идеально для лазаньи и запеканок. Но я лазанью, когда готовлю, многие там не отваривают, да, но хотя бы немножко я проварю листы. Многие говорили, мне писали, что не надо. Но я как-то не хочу рисковать. Все-таки я поставила воду. Я сейчас немножко еще растительного масла добавлю сюда. И чуть-чуть, буквально минутку, там 2 минутки я проварю. И потом я буду готовить лазанью. Я готовлю так. Тем более вот с этой лапшой я буду вообще первый раз готовить. С такой вот. Она вот, видите, квадратиками сделана. Такая не крупная. Тут до ее готовности написано 4-5 минут. Но нам ее готовить прям не надо. Просто немножко поварю 2 минуточки. Покипели у меня 1,5 минутки. И в холодную я воду опускаю. Я всегда так делала. Посмотрим, как получится в этот раз. Главное, чтобы не слиплись. Ой, они такие не маленькие, да? Видите? Я ставлю при температуре 180 градусов на 40 минут. Вот такая красота. И надеюсь, будет очень вкусно. Сейчас будем пробовать. Не знаю, с какой стороны подойти. Ой, она сочная какая, а? Мы подождали, она немного остыла. Совсем горячая была. Вот так получается, в принципе. Ну, неплохо так. Можно еще попробовать. Так. Ой, она прям такая, это сочная.
Смотрите, прям мягенькая. Вот так это все выглядит. И вот такая вот вкуснятина. Так что всем приятного аппетита, кто будет. Есть огурчики, помидорчики. Рушан, помидорки там еще, давай. А там большая баночка. Там и огурчики, и помидорки сразу. Хлебушек. Сало будешь? Нет. Сало не хочу. Сок томатный есть. Ну как? Супер. Обалденно. И мне кажется, она в меру остыла, да? Не сильно Да. прям такая горячая. Я вот как раз не люблю, когда сильно горячий. Так что всем приятного аппетита, кто ест. Такая лазанья. Это с новых листов. Которые, помнишь, мы брали? Да. Видите, нормально? Угу. Не отличается, да, небось? Абсолютно. Непонятно. Ну, в плане того, что ну, листы поменьше, правильно, размером? Угу. Мне как-то удобнее. У нас уже стемнело. А Рушан продолжает сарай строить. До самого, смотри, в огороде тоже светится твой этот уровень. Ну, я помимо сарая еще этот огород по уровню выставляю. На завтра дождь, переходящий в снег, передают. Да, уже прорывается. Этот кусочек не совпал. Это называется дубль 2.
Чуть-чуть он, получается, выпирает. Это здесь, там-то он не будет выпирать. Это... Здесь каждый кусочек индивидуально вырезал. И не тот взял. Ну, этот подходит. Углы под это сошлись нормально. Все, лак уже высох. Получается, он идет матовый. Может, камера передает, что блестит, на самом деле нет. Ну, хотя есть, да, что-то немного такое. Блеск Вот небольшой блеск. Угу. А так он идет матовый. Ну, ничего, так получилась столешница. Симпатичная. Осталось доделать камин. У нас на улице дождик небольшой пошел. Пилотика на кухню увела, потому что здесь лаком пахнет. Он хоть столешница подсохла, но запах стоит. По запрету. Здесь тоже надо будет чем-то. Вот здесь вот тоже, видишь, оно немножко спустилось. Вот рейка есть, может рейку дать еще? У меня она не подойдет. Сейчас все сделаю. С облицовкой камина закончили. Осталось такие мелочи, как вот сюда ручку сделать. Пока еще и не нашел, потому что я хочу сюда ручку и вот сюда на задвижку. Как на задвижке здесь ящичек такой выдвигается, чтобы на залу убирать. Тоже так хочу ручку сделать. Но опять, чтобы она сочеталась вот с чугунной дверцей. Угу. Вот. Ну, черные, да, Черная, такие? да, такой. Ну, опять, чтобы она типа, ну... Вот сюда вот можно какие-то кованые такие эти часы, да? Много на станице кузнецов нету. Угу. Вот, ну и эти швы вот эти затереть. А вот сюда вот можно такой вот декоративный вот этот канатик, или как он правильно называется? Я думаю, можно. Ну, ты понял, да, про что я говорю? Веревка-то вот эта да, вот. Ну, канат. Да, канат да. называется. Угу. Здесь, в принципе, как бы, ну, не сильно так нагревается. Столешница матовая получилась. Кстати, лак был матовый. Он не глянцевый, он матовый. Ну, видно, что лаком покрыто. Не передает, конечно. Да, смотри, камера не передает. Не, она такой был просто. Угу. Мне кажется, четко видно, что как бы оно обработано. Вот видите, все везде закончили, все. Вот. Так что теперь у нас есть официально, теперь у нас есть камин в доме. Да. Все, ура. Так что будем греться. Рушан как раз сегодня дрова там распиливал. Мало ли что произойдет. Вдруг газа не будет или еще что-нибудь. Да, всякое в жизни бывает. Камин натопим. Здесь как-то натопил. Помнишь, ты камин, так тепло было. О, хорошо. И будем греться возле камина. Он быстро нагревается. Угу. Понятно, именно вот эту комнату обогревает очень хорошо, потому что от стекла, вот если когда он греется, прямо здесь проходишь, такое хорошее тепло идет. Вот, и потом боковинки тоже, ну, держат тепло нормальное. Так что не замерзнем в суровую зиму. Ну все, всем пока. Всем пока.